Привет, я Саша, канал Cooking Time. Сегодня будем печь очень вкусный, очень нежный, воздушный лимонно-ванильный кекс с ягодной начинкой. Тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали. Начинка у меня будет блюберичная, ягодная. Здесь у меня блюберика, голубика, черника, блюберика, в общем. Замороженная, качественной заморозки, дикая, но симпатичная. Покупаю я ее в Costco. Сейчас, кстати, покажу. Так вот она выглядит в пакете. Если что, очень рекомендую. У меня уже практически пакет на исходе. Нужно будет запасы пополнить. Прям не размораживая, помещаю в ковш, сотейник, небольшую кастрюлю. Добавляю немного сахарозаменителя. Можете использовать сахар. Для бодрящей, освежающей кислинки немного лимонного сока. Чтобы сделать ягодную начинку еще вкуснее, еще ароматнее, ванильный экстракт. Можете сахар, используемый здесь, заменить ванильным. Ну или использовать какой-нибудь другой экстракт, если хотите. Что? Что? Если хотите добавить какой-нибудь другой аромат или вкус. Что с мозгом еще не проснулся. И также заранее подготовьте кукурузный крахмал. Просто добавьте туда немного холодной воды и перемешайте ложкой. Пока к ягоде его не добавляем, он понадобится чуть позже. Просто держим наготове. С кукурузным крахмалом и со всем содержимым ковша, кастрюли перемещаемся к плите. Ставим сотейник на средний огонь. Аккуратно все там перемешиваем. Растворяем сахар. Доводим жидкость в сотейнике до кипения. Не надо истерически там все мешать, чтобы сохранить ягоду целой. И когда жидкость закипит, помешивая, опять же, вливаем кукурузный крахмал. И на небольшом огне провариваем это все 2 минуты. Аккуратно, опять же, не истерически помешивая. В результате получается такой густой ягодный соус, как для творожника, который мы готовили совсем недавно. Снимаем с огня и сразу перекладываем в какую-нибудь чашу, чтобы ягода не продолжала вариться, иначе она вся превратится там в пюре. Цвет просто потрясающий, просто красивущий. И вкусно нереально. Мы, кстати, такой соус делаем самостоятельно для того, чтобы добавлять в каши, йогурты по утрам. Если делать на сахарозаменителе, хорошая альтернатива джемам, вареньям, конфитюрам. Вкусно? Вот так получается красиво, аппетитно. И видите, ягодки все сохранились, не превратились в пюре. Пока всю эту ягодную красоту, начинку, будущую начинку отставляем в сторону, небольшое лирическое отступление, как всегда. Друзья, пожалуйста, не забывайте про лайки, это очень важно для видео, для канала, для того, чтобы видео на канале выходили чаще. Можете поставить свой лайк в конце, а можете сейчас авансом, а потом, если что-то не понравится, как всегда, заберете. Но, пожалуйста, про лайки не забывайте, повторю, это очень важно, и за каждый лайк я вам бесконечно благодарен. И за комментарии тоже. Продолжаем. Заранее также необходимо подготовить форму для выпечки. У меня вот такая большая форма, круглая, с дыркой. Форму необходимо смазать сливочным маслом, дно, бортики, все, что у вас там внутри формы имеется. И пока также отставляем в сторону. И еще заранее необходимо разогреть духовку до 350 градусов Фаренгейта, 180 в Цельсиях. Берем чашу для смешивания, достаточно вместительную чашу для смешивания, и сразу туда засыпаем сахар или сахарозаменитель. Я буду использовать и то, и другое. 50-50. Половину беру сахаром, половину сахарозаменителем. Сахарозаменитель для того, чтобы сократить количество вредного сахара, вредного белого сахара в рецепте. Сахар для того, чтобы все-таки сохранить структуру кекса, потому что с сахаром, как ни крути, она получается лучше. И сразу туда же добавляю цедру лимона. Беру только самую верхнюю желтую часть. А что у нас с лимоном хорошо сочетается? Правильно, ваниль. Можно в этом рецепте использовать ванильный экстракт, но тогда его нужно будет добавить позже. А можно использовать ваниль из стручка, зернышки ванили из целого стручка. Или часть сахара заменить ванильным. Тогда добавляем тоже вместе с остальным количеством сахара. Стручок разрезаем пополам вдоль. И из каждой половинки ножом вот так вот в одно движение выскребаем семена. Сразу их тоже в чашу для смешивания. И сам стручок, распополамленный, тоже добавляем сразу в чашу к сахару и лимонной цедре. И все вот это вот, ваниль, сахар, лимонную цедру, пальчиками
Перетираем, наполняя сахар ароматом лимона, ванили, распределяя зернышки, тщательно вот так вот перетираем половинки стручка. И вот я вам скажу, есть большая разница, просто вы добавили лимонную цедру и ваниль, или вот так вот перетерли все с сахаром. Так гораздо насыщеннее получается аромат и вкус выпечки. И руки очень вкусно пахнут ванилью и лимоном. Все перетерли. Стряхиваем все с половинок стручка и убираем его из чаши, но не выкидываем, можно добавить его в банку с сахаром, и сахар будет становиться ванильнее и ванильнее с каждым днем. В общем, ничего не пропадает у нас. Добавляем в чашу муку, разрыхлитель, немного соли для баланса вкуса, и все это хорошо, прям вот можно руками, перемешиваем. Дальше необходимо сливочное масло. Оно должно быть холодным и порезанным небольшими кубиками. Я заранее его этими кубиками порезал и держал в холодильнике. Все сразу туда, в чашу. И дальше догадываетесь, да, все это нужно перетереть в однородную крошку, чтобы никаких кусочков масла не осталось. Как всегда, все то же самое можете сделать с помощью кухонного процессора. Но мне нравится вот так, пальчиками. Кроме того, лишнюю посуду пачкать не приходится. В процессе, но опять же, помогаем себе пританцовыванием, добавляем туда, кроме всех остальных ингредиентов, еще и щедрую порцию хорошего настроения. Вот такая должна получиться крошка. Видите, никаких кусочков масла. Все превратилось в равномерную такую рассыпчатую крошку. Пока крошку в сторону. Берем чашу чуть поменьше. Туда добавляем молоко. Молоко лучше использовать комнатной температуры. В молоко добавляем яйца. Яйца тоже лучше использовать комнатной температуры, поэтому их тоже достаем из холодильника заранее. Немного лимонного сока. И с помощью венчика все это хорошенько перемешиваем. Просто смешиваем до объединения. И теперь возвращаемся к крошке и вливаем молочно-яичную смесь туда. И теперь уже с помощью лопатки все это тщательно там смешиваем. Долго ничего мешать не нужно. Чем дольше вы будете мешать, тем плотнее, менее воздушнее и нежнее получится кекс. Важно просто соединить все жидкие ингредиенты с сухими, чтобы никаких сухих участков не осталось. И выкладываем тесто в форму, смазанную маслом. Сначала выкладываем половину, распределяя там все равномерно лопаткой. Затем берем начинку, которая уже почти остыла и стала вот такой вот густой. Ложкой выкладываем начинку в форму, стараясь выкладывать вот так вот по центру теста. А сверху все это прячем за слоем теста, за второй половиной теста. Вот так вот выкладывая аккуратно его сверху, распределяя уже по ягодной начинке. Тесто невероятно вкусное. Здесь я сверху уже ничего не разравниваю, беру ложку и делаю вот такие вот движения по спирали, по всему тесту, прокручиваем, слегка перемешивая начинку с тестом. Прям вот от дна до верхушки проходимся вот такой вот спиралью. А тесто с начинкой это просто умереть не встать. Очень вкусно. Ставим в духовку, уже разогретую до 350 градусов Фаренгейта к 180 в Цельсия. И выпекаем 50-60 минут. Все должно подняться, подрумяниться. Ни в коем случае не должно сгореть. Готовность можно проверить шпажкой, зубочисткой, ножом. Втыкаете куда-нибудь в лимонную часть, достаете, если сухо чисто, пора доставать. Вот такой вот получается красавчик. Смотрите, как живописно выглядит, как он хорошо поднялся, как он подрумянился. Какой он невероятно ароматный. Кексу нужно дать отдохнуть в форме минут 5-10. Если вы выпекали в прямоугольной форме для кекса, то можете вот эту вот живопись пышную оставить сверху. Если вы выпекали в такой круглой форме с дыркой, как у меня, то просто накрываем форму каким-нибудь блюдом для подачи, тарелкой, подставкой. И всю эту красоту переворачиваем. Снимаем форму, и вот такой вот там прятался красавчик. Румяный, еще более аппетитный, такой бархатный. Пахнет невозможно вкусно, но не спешите разрезать. Кексу нужно дать подостыть. Есть же кекс можно
и в теплом, и в остывшем, и в холодном виде. В теплом виде вообще можете дополнить шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками. Остывший кекс можно украсить вот такими потеками белого, растопленного белого шоколада. Чтобы аккуратнее получилось, используйте кондитерский мешок. А сверху на еще не застывший шоколад побольше свежих ягод. И для еще большей свежести, летности, листики мяты. Ну вы посмотрите, как это красиво. Нарезаем и наслаждаемся. И как аппетитно смотрится здесь начинка. Она прям такая влажная, она прям такая сочная. Пахнет лимоном, ванилью. Реально от аромата оторваться невозможно. Это очень вкусно. Ну и дома очень вкусно пахнет. У меня слов нет. Это нереально вкусно. Это очень вкусно. Сам кекс нежнейший, тающий. А вот эта начинка блюберичная. Идеально сюда вписывается. Очень-очень-очень вкусно. И как вы понимаете, здесь огромный простор для ваших экспериментов. Можно использовать разную ягоду, разные фрукты. Можно добавлять разные ароматные экстракты. Использовать цедру не только лимона, но и апельсина, лайма. В общем, реально безграничный простор для экспериментов. Так, мне срочно нужен еще кусочек, ну и надо звать дегустационное бюро, подтверждать знаком качества. Вот так вот у нас сегодня красиво. Прям отсюда аж пахнет, ну это прям произведение искусства, я считаю. Даже есть жалко. Но пахнет прям аж невероятно. Вот эта вот блюберичная начинка, это просто улет. Она вот ровно так, как надо. Знаешь, иногда вот готовят ягоду, и вкус теряется. Здесь вкус все так же ярко, как будто ты саму ягоду ешь. Но она такая, по текстуре такой, как будто желе какое-то. О, какое-то чудо. Там же ванильный, да? Немножко кисленькое, что-то цитрусовое, да, лимонное. Ой, ну это какое-то прям счастье великое. Просто обалдеть. Если кто-то посмотрит этот рецепт и не станет готовить этот кекс, это будет самая большая ошибка, которую только можно совершить. Да это потому что это всем срочно надо. Ну, правда, я вот не кривлю душой. Всем срочно надо. Всем. Вовсе не обязательно съедать весь большой кекс сразу. Как я часто говорю, можно заморозить порционно, можно порезать кусочками, обернуть пищевой пленкой, бумагой, отправить в морозилку, доставать, когда захочется чего-то вкусного, размораживать, можно даже слегка подогревать. Мы так делаем почти всегда и почти совсем. Морозилка обычно ломится от вкусных десертов. И как всегда, список ингредиентов вы найдете в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео напоминаю, жду ваши лайки, комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Всем желаю прекрасного летнего настроения, всего самого хорошего, доброго, вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока. Гриш, ты такой вытянутый серый кот. Хороший какой кот. Растянулся. Гриш, у тебя кайфуля?